Всем привет! Представляю вниманию зрителей вот такой простейший самодельный токарный станок по металлу. Идея его создания появилась после случайного приобретения двух токарных патронов и кое-каких деталей от заводского токарного станка. Поскольку я любитель всякого рода самоделок, токарный станок по металлу был бы мне весьма кстати. Подумал я и приступил к его изготовлению примерно в 2005 году. Интернета в широком доступе в то время не было, поэтому вся конструкция придумана мной самостоятельно. Давно хотел сделать видеообзор этого станка, но постоянно откладывал в надежде доделать станок. Не хотелось показывать его в таком виде. Изготовление его было заброшено, поскольку, потратив много времени на его проектирование и изготовление, в итоге посчитал эту идею несерьезной и стал подумывать о покупке заводского токарного станка. То, что вы сейчас видите, это только половина задуманного мной проекта по изготовлению токарного станка по металлу. Вместо электродвигателя планировалось сделать отдельную переднюю бабку, направляющие продольного суппорта соединить толстой металлической пластиной, поперечный суппорт закрыть пластиной сверху, чтобы внутрь его не попадали металлические стружки и не мешали его движению. Также планировалось изготовить заднюю бабку и станину для станка. Но, к сожалению, все работы по продолжению изготовления токарного станка были заброшены из-за неперспективности проекта. Но тем не менее, иногда этот станок меня очень выручает для каких-то мелких работ без намека на высокую точность. Станок весит примерно 40 кг, станина сварена из двух равнобедренных уголков шириной 50 мм, длиной 1 метр, толщина стенки уголка 5 мм, соединенных в 4 местах при помощи сварки, такими же уголками длиной 200 мм. Место соприкосновения направляющих уголков и уголков продольного суппорта отшлифовано. В качестве передней бабки служит закрепленный на станине с помощью 4 болтов советский трехфазный электродвигатель мощностью 910 Вт со скоростью вращения шпинделя 920 оборотов в минуту, который одновременно является приводом станка. Электродвигатель подключен к сети 230 вольт через фазосдвигающие конденсаторы. На его валу закреплена болванка с резьбой на конце, на которой установлен трехкулачковый токарный патрон диаметром 120 мм и дополнительно зажат с помощью вот этого зажима. Патрон убитый в хлам, но у меня есть другой патрон почти новый, правда заржавел от неправильного хранения. Также есть разные губки для этих патронов. Продольный суппорт изготовлен из таких же уголков, как и станина. Соединены они между собой корпусом поперечного суппорта. Планировалось соединить их толстой металлической пластиной с возможностью регулировки прижатия, на которой уже сверху должен был располагаться поперечный суппорт, а гайка движения продольного суппорта должна была располагаться в конце. В данной конструкции, когда гайка располагается в середине, суппорт не до конца отходит назад. Один из уголков продольного суппорта просто прихвачен сваркой в 3 местах для дальнейшей модернизации. К нижней части уголков продольного суппорта закреплены винтами еще 2 уголка, которые фиксируют суппорт на станине. Отверстия в уголках овальной формы для регулировки зазора между станиной и движущей частью суппорта. Движение продольной подачи осуществляется с помощью винта, взятого от советского столярного верстака. Винт удлинен вот такой штангой, второй конец которой поддерживает закрепленный на станине опорный подшипник, корпус которого выточен из алюминия. На конце штанги расположена самодельная ручка для вращения винта продольной подачи. Поперечный суппорт состоит из 2 частей – основания и движущей части. Сделаны они из металлических уголков и толстых металлических пластин, соединенных между собой при помощи сварки. На основании при помощи резьбового соединения закреплены металлические направляющие
изготовленный из двух шлифованных металлических прутков диаметром 12 мм. По ним осуществляет движение движущая часть поперечного суппорта. На ней сверху приварена шпилька, на которую крепится резцедержатель. Он взят от малогабаритного токарного станка, так же как винт и гайка для поперечного суппорта. В качестве ручки винта применена ручка от водопроводного крана. Хоть станок и недоделанный, на нем можно не спеша кое-что выточить. Резцов у меня немного, в основном один старый хлам. Подводя итоги по этому токарному станку, хочу сказать, что построение токарного станка по металлу полностью своими руками – это довольно тяжелая задача. И построить станок, который будет выполнять все функции и операции заводского станка, практически невозможно. Но тем не менее в интернете много самодельных токарных станков, у которых возможности приближены к заводским. На таких станках можно легко выполнить примитивные операции, которых вполне достаточно для домашней мастерской при конструировании каких-либо простых самоделок. Почти все детали этого станка, которые подвергались токарной обработке, сделаны на нем же. Может, как-нибудь я его все-таки доделаю. На этом хочу попрощаться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.